Об этих стратегиях ты вряд ли знаешь. Я сам о них не знал, но мне подписчик Phantom.ru оставил комментарий со списком игр, которые почти нигде не мелькают, но есть интересные особенности. Я решил рассказать о них. Большинство из них инди-стратегии, которые еще не вышли или в раннем доступе. Может, ты их найдешь для себя интересными. Видеокадров у игры мало, поэтому буду разбавлять скриншотами. Спасибо подписчику за инициативу и поддержи, пожалуйста, это видео лайком. Это быть инди, приятного просмотра. Стратегия с элементами симулятора, вдохновленная олдскульными играми про богов, которые управляют поселением. Формируйте город и его жителей, занимаясь терраформированием, постройками домов и увеличивайте популяцию людей, создавая их по своему подобию. Все ваши прихоти отражаются на игровом мире. Наблюдайте, как город растет и развивается. Есть два пути развития в мире Фатадеум. Либо вы построите мирное селение, где постоянно светит солнце и играет музыка, либо же царство охватит вечный мрак и прольется кровь. Используйте магические способности, пополняя запасы маны. Старайтесь накопить как можно больше силы, чтобы вам открылись дополнительные способности и умения. Влияйте на смертных, поощряйте их за хорошую работу и благословляйте. Либо же вселяйте страх и всячески наказывайте. Многие юниты имеют тягу к воле и свободе. При помощи рабочих стройте храмы, фермы, лесопилки и так далее. Вы можете заставить их отправиться разрушать другие деревни. Выбирайте свой путь, будто тирания или оккультизм, заставляющий приносить в жертву других поселенцев. Либо же создайте колыбель любви. Постепенно ваше влияние становится все более обширным, проникая во все аспекты жизни болванчиков. В Горд, путешествуя по опасным запретным землям, герой сражается с мифическими монстрами, выполняет различные задачи и управляет жителями поселения, чтобы благополучно решить судьбу своего народа. Цель геймера состоит в том, чтобы помочь народу выжить, действуя во мрачном и опасном фэнтезийном мире, где живут разнообразные существа, взятые из славянского фольклора. По мере продвижения юзер обнаруживает фрагменты летописи, в которые можно узнать историю игровой вселенной, где описаны древние боги, первобытные лагеря и некие шептуны. Протагонист становится во главе племени Рассвета, которое в поисках лучшей жизни отправляется вглубь запретных земель. Здесь надо выживать, используя систему градостроения, выполняя разнотипные задания, что позволяет формировать характеры каждого персонажа. В процессе необходимо развивать постройки, чтобы в итоге получить мощную крепость, способную выдержать натиск любого врага. Действовать предстоит в сложных условиях, когда постоянно атакуют чудовища, темные силы и вражеские фракции. Здесь также доступны второстепенные задачи с процедурной генерацией и случайные встречи, когда сам персонаж выходит за пределы своего поселения, к примеру, в глушь или на охоту за странными созданиями, обитающими в округе. В игре предложено многообразие сценариев с миссиями разной сложности, а также есть настройки, что позволяют бросить вызов самому себе и подобрать цели, размер левелов, число рейдов, противников, их виды, изначальные ресурсы и погоду. В основе градостроительной стратегии стоит здоровье каждого поселенца, которых надо оберегать от болезней и от голода, что влияет на их параметры бремени и здравомыслия. Достигнув низкого уровня этих характеристик, обитатели быстро подвергаются панике и способны прекратить слушаться своего лидера. Спеллы применяются разные – для обороны, для атаки, что можно быстро изменить течение битвы в пользу протагониста. Здесь также можно подчинять себе монстров, обрушивать ярость на головы врагов и скрывать собственную территорию от глаз. Global Conflagration – стратегия, действия которой разворачиваются в альтернативной реальности на территории Восточной Европы. Согласно синопсису, частная военная корпорация «Авангард» захватила власть в ряде государств и совершает внезапное нападение на страны Европейского Союза. Поглощенный бюрократией, западный мир не смог адекватно ответить на угрозу и стал проигрывать войну, теряя область за областью. Спустя несколько лет была сформирована организация EDU, которой предстоит столкнуться с авангардом. В рамках прохождения кампании Global Conflagration игрок будет выступать исключительно за объединенную Европу, которой предстоит провести ряд дерзких операций и остановить наступление корпорации. В каждой миссии пользователь обязан заниматься одним и тем же – строить базу, добывать ресурсы и создавать юнитов. Последние необходимы для уничтожения построек и бойцов соперника. Карта считается выигранной, если все объекты врага ликвидированы. Помимо кампании, пользователь способен участвовать в быстрых боях и многопользовательских сражениях. В них есть функция выбирать одну из нескольких фракций.
Европа разделена на государства, и каждая из них играбельны. У каждой уникальный набор юнитов, техники и построек. Все бои проходят в режиме реального времени. Главный способ достичь успеха – правильное взаимодействие пехоты, бронированной техники и авиации на поле боя. Moduwar – это уникальная стратегия, где, чтобы победить, игроку нужно будет изменять тело своего протагониста с целью улучшения его боевых характеристик. Он может сражаться на стороне своих поработителей или сделать вид послушного существа, а затем незаметно напасть. Все зависит от стиля игры пользователя и его личных убеждений. При желании можно будет пройти оба варианта событий и разблокировать новые возможности. Действие происходит на планете Аркадия. Она считается нетронутым раем, ведь ее обитатели преимущественно живут под водой и не развиты настолько, чтобы устраивать войны за ресурсы или технологический прогресс. За тысячелетия своего существования они научились отращивать новые участки своего тела, помещая туда дополнительные органы и тем самым совершенствуя себе и облегчая жизнь и добычу пропитания. Но все изменилось, когда войну развязали прибывшие земляне. Они решили присвоить себе планету и для этого захватили главного героя по имени Моду. Теперь они применяют его в качестве биологического оружия, наблюдая за боями монстров и надеясь, что их боец не обернется против них. Чудовище Moduwar состоит из нескольких отдельных плиток, размещенных на поле, которые могут объединяться в одно огромное оружие или же применять участие в бою по отдельности. Зачастую каждая из них обладает разными свойствами и умениями, поэтому использовать их необходимо грамотно. Главное, при этом защитить часть существа, в котором спрятано сердце, ведь если оно будет повреждено, инопланетянин погибнет. Heart of Mirate – фэнтезийный РТС, где вам потребуется возглавить свое воксельное войско и противостоять врагу, вторгшегося в королевство. Игровой процесс базируется на сборе ресурсов и созданию собственного войска. Для того, чтобы добыть сырье, необходимо отправлять рабочих на рудники или лесопилки. Также с их помощью требуется строить различные здания, центр, амбар, казармы, жилые дома и так далее. В игре доступны транспортные порталы, позволяющие мгновенно перемещать войска по локации. Каждое здание может быть улучшено, если будут достигнуты определенные условия. В каждом отряде может быть специальный юнит-маг Sinner Wizard. Маги могут наносить огромный урон по противнику, кастуя заклинания различных стихий. С их помощью можно заманчиво переломить ход сражения. Также доступны стелс-воины, атакующие из тени. Классы игры представлены воинами, монахами, паладинами и тому подобное. Игровые фракции включают эльфов, гномов, халвингов и существ тьмы, которые делятся на несколько групп, таких как сопротивление, мать природа и так далее. Помимо сюжетной кампании и мультиплеера, доступен редактор карт, позволяющий создать не только свою локацию, но и игровой сценарий. Сюжетная линия представлена множеством основных и дополнительных квестов с большим количеством точек интереса на картах. Кроме стандартных уровней сложности, разработчики ввели режимы ветеран и элита для самых хардкорных геймеров. Для любителей пошаговых боев, стратегий, есть игра «Не шахматы». Ее разрабатывает мой знакомый со своей небольшой командой. «Не шахматы» — это бесплатная браузерная игра, в которой игроки сражаются друг с другом отрядами 10 на 10 юнитов. Игра предлагает много интересных и захватывающих возможностей по построению эффективных отрядов. Целью игры является уничтожение всех юнитов соперника. Вы можете конструировать свои собственные отряды из 18 уникальных персонажей и использовать различные стратегии для победы над противниками. Благодаря системе достижений игроки могут, выполняя задания, открывать новых героев и получать другие награды. Когда я открыл игру, то вспомнил, как сам в 2013 разрабатывал подобное, тестировал. А у вас есть возможность сыграть в раннюю стадию и дать обратную связь разработчику. Это очень важно будет для их команды, чтобы сделать более интересную игру. Для этого достаточно перейти по ссылке в описании. Necrocity предлагает игроку побывать в роли губернатора мрачного городка, где жизнь не суетится. Главный герой управляет ресурсами и развивает поселение, выполняя требования жителей или игнорируя их. В процессе представлены системы экономики, строительства и боевые действия. Иногда понадобится сооружать башни и нанимать солдат, чтобы те защищали город от нападений. Основная проблема этого мира в том, что он полон мертвых существ, восставших вновь. Они нападают на тех, в которых еще кипит кровь. Боевые отряды столкнутся с обычными зомби, скелетами или будут сражаться с гигантскими монстрами и боссами. Призраки, гоблины, оборотни, зомби и другие противники обладают отличающими способностями, слабыми и сильными сторонами.
Секретная страна поделилась на два класса – люди и монстры. Игрок способен создавать сети дорог, собственноручно проектировать инфраструктуру, устанавливать здания и укрепления. Некросети представлена свыше 50 возможных построек, выполняющих определенную функцию. Губернатор получает новые навыки, если жители чувствуют себя в безопасности и достатке. Полученные способности помогут лучше управлять горожанами и привлекать новых монстров. Армии понадобится действовать подальше от жилых мест, чтобы мирные люди не страшились перестрелок и смертей. Разработчики представили главную механику в виде доступного пространства. Его будет не так много, чтобы сразу начать строить огромный город. Пользователю понадобится зачищать территории и патрулировать их, чтобы возводить строения. В старых гробницах и шахтах добывают ресурсы и полезные материалы. Они помогут быстрее развиваться и строить. Каждое здание подвергается поэтапному улучшению, соперники часто будут нападать точечным образом и большим числом. Стрелки и защитные башни помогут в обороне. Outpost Infinity Siege в вашем распоряжении будет мобильная застава и очень опасное протошлаковое оружие. Поэтому отправьтесь в самую глубь зоны наблюдения под названием Сайнет и постарайтесь преодолеть там немало опасностей. К тому же, по пути соберите немало интересного оружия, улучшите свой аванпост и сделайте многое другое. Погрузитесь головой в исследование очаровательного мира и соберите как можно больше ресурсов, чтобы затем построить собственный аванпост. Помимо этого, в вашем распоряжении будет уникальная пушка, которая получила несколько характеристик. Также существуют разнообразные боеприпасы, и их стоит правильно использовать. Но вы ведь справитесь? Wall World сочетает в себе несколько жанров. В этом инди-проекте есть элементы рогалика, Tower Defense и симулятора шахтера. В нем присутствует смена дня и ночи. Погодные условия тоже часто меняются. Геймплей здесь можно условно разделить на две фазы. Игрок управляет робопауком и его пилотом-шахтером. Машина умеет ползать вверх и вниз по гигантской стенке, стрелять в разных направлениях и вгрызаться в горные породы. Покидая транспорт, геймер может рыть тоннели и бродить по ним, а также добывать полезные ископаемые и находить технологии. Эти ресурсы необходимы для покупки апгрейдов. Улучшенное снаряжение позволяет лучше противостоять монстрам и глубже зарываться. Враги нападают снаружи, поэтому юзеру необходимо регулярно возвращаться к роботу и отражать атаки противников. Пользователю предоставлен богатый арсенал оружия. Ему доступны самонаводящиеся ракеты, пулеметы и другие пушки. Разнообразие среди чудищ тоже присутствует. С ними можно сражаться на ходу. Со временем начинают прилетать все более сильные супостаты, поэтому робопауку следует постоянно улучшаться. Экзокостюм его пилота тоже надо часто апгрейдить, чтобы тот мог раскалывать наиболее твердые породы. Мир стены – это имя видеоигры и название измерения, в котором разворачиваются показанные в ней события. Игроку предстоит раскрыть тайны этого места и отыскать следы неких других. Локации генерируются каждый раз случайным образом. Карта состоит из разнообразных биомов. По мере прохождения открывается доступ к новой местности. City of Atlantis показывает, какой была та самая Атлантида, затонувшая много лет назад. Согласно легендам, уровень развития этого государства в разы превысил достижения обычных людей во всех аспектах. Однако, в какой-то момент оно просто исчезло с лица Земли и теперь, спустя несколько столетий, начало медленно подниматься из недр океана. А пользователям предлагается принять участие в реконструкции, чтобы создать своеобразный рай, пригодный для жизни каждого земного человека. Поскольку City of Atlantis является строительным симулятором, здесь очень важно следить за правильным расположением блоков. Мосты, усадьбы, парки, сады, башни и другие типы строений требуют пространства, и задача геймера – создавать это пространство. Так, если над водой есть место для создания очередного фасада, достаточно перейти в отдельный блок меню и, выбрав интересующий концепт, разместить его в отдельном месте. Помимо благ и достопримечательностей, стоит также позаботиться об оборонных механизмах. Защитные сцены, катапульты, дальнобойные пушки и прочие образцы способны защитить город от потенциального вторжения. Чтобы союзникам было проще заниматься торговлей и осуществлять подобные операции, необходимо создать порт, куда будут беспрепятственно заходить суда. Кроме того, это позволит ускорить работу исследователей, ведь они будут выходить в открытый океан, добираясь до других берегов и собирая информацию о других культурах.
Спасибо Степану за поддержку этого выпуска. Вот такую интересную подборку сделал для вас подписчик. Надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное. Обязательно напишите в комментариях, возможно, узнали какую-нибудь игру и какой проект вы бы добавили в этот список. И не забудьте обязательно посетить мой телеграм-канал, там не менее интересно.